Всем привет! В этом уроке мы разберем окно Matrix View. Это окно, которое показывает, насколько тяжело вашим скелетам будет в рантайме, то есть там в игре либо в приложении. Когда вы анимируете в спайн персонажа, вы обычно думаете о том, как он выглядит и двигается. Но есть и обратная сторона медали — это производительность. Если ваш скелет слишком сложный, а на экране таких скелетов десятки, то на слабых устройствах игра начнет тормозить. Matrix View как раз и нужно, чтобы вы могли увидеть эти цифры заранее и принять какое-то решение по этому поводу. Как обычно, чтобы открыть любое из меню, переходим в всплывающее меню Views и выбираем здесь метрики. Итак, Matrix View делится на два больших раздела. Это раздел Skeletons, он вот состоит из двух секций, а также раздел Animation. Начнем с самого базового. Это кости. Matrix View показывает общее количество костей во всех видимых скелетах. Почему это важно? Вычисление глобальных позиций каждой кости происходит на процессоре. Одна кость считается очень дешево. Ну, когда у нас на экране, допустим, 50 скелетов, по 30 костей, по 40 костей, это уже 1500-2000 костей. И для каждой кости нужно посчитать ее положение в мире. Тут цифры начинают складываться, и вы понимаете, что это достаточно много. Как это обычно работает в рантайме? После того, как скелету задали позу, обычно через применение анимации вызывается метод, который для каждой кости вычисляет ее мировую трансформацию. Если у вас мощный CPU, многие тысячи костей обычно не проблема. Но на мобильных устройствах это уже другая история. Больше пары тысяч костей могут начать просаживать фреймрейт. Мы видим, что в нашем скелете сейчас видимых 45 костей, а всех костей 60. То есть первая цифра показывает, сколько сейчас видимых, а вторая цифра после слэша показывает, сколько вообще общее количество костей, потому что на данном этапе у нас есть скины, и некоторые кости скрыты в других скинах. Следующая метрика — это констрейнты. Как видите, у нас здесь показывается два констрейнта активных для этого скина, и всех констрейнтов 4. Констрейнты также считаются на процессоре, и разные типы констрейнтов имеют разную стоимость подсчета. Допустим, ИК-констрейнт с одной костью — это очень дешевый для подсчета, с двумя костями уже немножко требует больше вычислений. Если говорить о трансформ-констрейнте, то он не требует большого количества операций, но они применяются для каждой кости, которая под данным ограничителем. А вот констрейнт пути — это тяжелый констрейнт для просчета. Их сложность зависит от количества вершин на пути и количества костей, которые к нему привязаны. Если у вас персонаж с кучей путей, и все это на мобильном устройстве, задумайтесь, действительно ли они все нужны. Да и в целом констрейнты — это инструмент, которым не стоит разбрасываться бездумно. Каждый добавленный констрейнт — это дополнительное вычисление на каждом кадре. Дальше у нас идут слоты. Здесь у нас показывается количество всех слотов скелета. Как обычно, слева показывается количество активных слотов, которые находятся в данном скине, допустим, в нашем случае, и общее количество слотов. Слоты сами по себе практически не влияют на производительность. Не уверен, что эта метрика в целом чем-то полезна. Ну и ниже расположена информация о количестве анимаций. Для данного скелета у нас их 15 штук. Итак, переходим к следующему блоку, это attachment. Как вы понимаете, attachment — это все то, что находится внутри слотов. К attachment относятся bounding боксы, клиппинг маски, mesh, изображения. И здесь мы видим в начале две строки. Это total и visible. Total показывает общее количество attachment для скелета, а visible — это только те, которые видно сейчас во viewport. Почему они отличаются? Потому что у нас есть скины, и в остальных скинах находится 112 attachment остальных. Так вот, общее количество attachment, оно не влияет на производительность рендеринга и имеет минимальное влияние на время загрузки. Так что если у вас в проекте много attachment'ов, которые не показываются одновременно, это все нормально. А вот видимые attachment'ы, они уже влияют на производительность. Правда, если говорить о самом факте видимости, то он не всегда означает нагрузку. Если, например, bounding box attachment, он видимый, но под него ничего не рендерится. Это просто пустышка, которая дальше используется в коде. Следующая информация — это строка с информацией о вертексах. Как вы видите, сейчас у нас отображается 80 вертексов и 88 общее количество для данного скина. Эта цифра показывает, сколько геометрии отправляется на видеокарту. Чем больше вершин, тем больше работы у графического процессора. Для современных видеокарт это редкая проблема, но вот для мобильных GPU или в вебе это уже стоит поглядывать на эту цифру. Особенно для казино, так как там всегда достаточно серьезные требования к производительности. Далее у нас идет метрика Vertex Transforms. Эта метрика предназначена в основном для процессора. Vertex Transform показывает, сколько вершин трансформируется для всех видимых attachment'ов. Каждая вершина, прежде чем попасть на экран, должна быть переведена из локальных координат attachment'а в мировые. Это происходит все на процессоре. Сам по себе вычисление дешевое, но опять же умножаем на количество скелетов и получаем достаточно ощутимую цифру в итоге в игре или приложении. Количество трансформаций вершин зависит от двух вещей. Сколько всего вершин и сколько костей имеют вес для каждой вершины. Чем больше костей влияет на вершину, тем больше вычислений. Это особенно заметно на сетке с весами. Для оптимизации весов есть специальные инструменты, о которых мы поговорим, по-моему, в 25-м уроке. Идем дальше. Метрика треугольники. Это количество треугольников для всех видимых регионов и mesh attachment. По сути, эта цифра показывает, сколько индексов вершин отправляется в GPU.
То есть, что считает данная метрика? Если мы перейдем, допустим, выберем какой-то определенный mesh, перейдем в Edit Mesh, вы видите, вот здесь у нас отображаются треугольники. Вот количество этих треугольников и отображает данная метрика. Вы видите, что мы выделили объект, и для него у нас 6 треугольников. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 штук. Здесь отображается у нас 6 треугольников, а всех для видимых сейчас у нас 64. Дальше у нас идет метрика Area. Это количество пикселей, которые показываются при отрисовке скелета в полном размере. Причем это включает и прозрачные пиксели, и пиксели, которые рисуются несколько раз из-за перекрытия, когда мы используем то, что называется overdraw. Эта метрика показывает, сколько филрейта GPU используется для рендеринга ваших скелетов. А филрейт — это то, сколько пикселей видеокарта может нарисовать за единицу времени. Если вы рисуете слишком много пикселей, наступает филрейт лимит, и фреймрейт падает. Нужно обращать внимание, что даже полностью прозрачные пиксели считаются. Поэтому, если вы хотите спрятать attachment, лучше действительно его выключить, а не ставить альфа 0. Чтобы понять, что я имею в виду, давайте переключимся, допустим, на руку. Вот видите, что у нас сейчас квадратных пикселей area занимает 56 квадратных пикселей. Вот именно для руки. Если мы перейдем в режим Edit Mesh и просто нажмем Reset, то вы увидите, что наша mesh превратилась в такой четырехугольник по форме изображения, которое было изначально. То есть, если мы выключим mesh, это и будет наше изображение. И что вы видите сейчас? Что area у нас возросла до 74, потому что у нас есть вот эти пустые части, которые тоже рендерятся, и они влияют на производительность. Поэтому, во-первых, нужно избегать вот таких пустых участков в изображении, когда вы подготавливаете арт. А также, если вы хотите снизить нагрузку на процессор, не нужно вот так вот в анимации выключать альфу. Это изображение все равно будет рендериться просто с альфой 0. А если вы выключите данный attachment, то увидите, что эта цифра вот здесь исчезла, потому что сейчас данный attachment не рендерится. Если мы его включаем, он рендерится. Итак, идем дальше. Метрики клиппинга. Одни из самых важных для производительности. Здесь две цифры. Клиппинг полигонов и клиппинг треугольников. Сейчас у нас стоят нули, потому что нам нужно включить маску. У нас есть маска, включаем маску, и мы видим, что у нас появился один полигон. Что это значит? Полигон — это такой многоугольник, который образует плоскость. Вот в нашем случае это шестиугольник. Это все, что находится внутри вот этих линий. Все, что находится снаружи, это то, что не будет видно объектом, который находится под этой маской. Итак, у нас есть один полигон, как вы видите. Если я продублирую данную маску, то вы увидите, что у нас два полигона появилось. Давайте вот эту маску сдвинем. И вы видите, что у нас есть один полигон и второй полигон. Причем клиппинг полигоны показывают количество выпуклых полигонов. То есть, если вершины клиппинг attachment вогнуты, они раскладываются на два или больше выпуклых полигонов. Давайте я вам покажу, что я имею в виду. Если вы сделаете вот так, то количество клиппинг полигонов у нас изменится до 3. То есть, по сути, вот эта маска разделится на 3 выпуклых полигона. Потому что Spline не работает с вогнутыми полигонами. Он работает только с выпуклыми полигонами. И для этого он делит один полигон на, в данном случае, 3 полигона. Примерно, я думаю, что это происходит вот так. Вот это будет один полигон, вот это будет второй полигон, и это будет третий полигон. Вот таким образом. Далее у нас идет метрика обрезанные треугольники, clipped triangles. Здесь 58 штук. Что это означает? Во-первых, если мы делаем нашу маску вогнутой, то у нас растет количество полигонов. И пропорционально растет количество треугольников. Оно умножается на 3. То есть вот если у нас изначально было количество 1 полигон и 58 треугольников, то если я сделаю из маски 3 полигона, то количество треугольников увеличится в 3 раза. Что это за треугольники? Если мы перейдем в слоты и посмотрим, на что же влияет наша маска. А наша маска влияет вот на эти выделенные красным слоты. Вот здесь количество треугольников в этих слотах 58 изначально, когда у нас маска была выпуклая и составлял один полигон. То вот здесь находится 58 треугольников. Так как у нас голова не перекрывается маской, то треугольники головы не считаются. Вот вы видите, что здесь 6 треугольников, общее количество 64, а заклипленных треугольников 58. Если мы складываем 58 плюс 6, получается 64. Вот таким образом вот эта метрика и показывает количество треугольников, которые обрезаются маской. Думаю, тут понятно. А почему цифра умножается? Потому что для просчета вогнутой геометрии у нас делится наш полигон, наша маска делится на 3 полигона, и каждый полигон как будто бы является новой маской. Думаю, тут понятно. Переходим к следующему блоку Matrix, это метрики анимации. Сейчас у нас все здесь стоит по нолям. Это потому, что у нас нет активной выбранной анимации. Для этого мы переходим из режима Setup в режим Animation и видим, что у нас появились цифры, так как у нас стала выбрана автоматически одна из анимаций. Вы можете переключаться и видеть, что эти цифры меняются от анимации к анимации. В целом все в порядке, потому что они и показывают метрики внутри анимации. Итак, первая метрика – это timelines. Это количество таймлайнов в активных анимациях.
Каждый отдельный таймлайн считается дешево, но когда много скелетов, цифры, как вы понимаете, суммируются. Если вы не сильно понимаете, что за таймлайны, то это вот эти все инструменты. То есть у нас есть для каждой кости какие-то измененные положения. Допустим, для кости ARM это у нас изменения по rotation и по перемещению. И это считается два таймлайна. Один для rotation, второй для трансформации. Для следующей кости у нас идет таймлайн rotation, таймлайн цвета и таймлайн альфы. То есть для двух костей у нас уже 5 таймлайнов. И для этой анимации у нас 24 таймлайна. То есть если мы посчитаем все инструменты, которые задействованы в этой анимации, у нас будет 24 инструмента. А если к одному скелету применяется несколько анимаций одновременно, например, там персонаж бежит и одновременно стреляет, или анимация смешивается для кроссфейда, в таких случаях нагрузка умножается, то есть количество таймлайнов увеличивается и нагрузка на процессор также увеличивается. Как это работает под капотом? В рантайме анимации состоят из набора таймлайнов, и у каждого таймлайна список ключевых таких изменений. Когда анимация применяется к скелету, каждый таймлайн ищет в своем списке нужные значения для текущего времени и выставляет их на скелет. И это происходит каждый раз, когда анимация применяется. Даже если у таймлайна всего один ключ на нулевом кадре, он все равно будет применяться. Поэтому, кстати, и существует процедура очистки анимации, Animation Cleanup. Она может уменьшить количество таймлайнов, убрав лишнее, и тем самым улучшить производительность. Следующая информация, которую мы здесь можем увидеть, это количество ключей в данной анимации. Здесь все просто. Для данной анимации у нас выставлено 169 ключей. Если мы почистим эту анимацию от ненужных ключей, то количество, давайте сделаем это, нажмем Cleanup, вы увидите, что у нас 46 ключей было удалено. Это всякие повторяшки и ключи, которые ничего не изменяют. Таким образом, мы убрали из анимации энное количество ключей, тем самым снизив нагрузку на процессор. Дальше у нас идет информация о количестве кривых Безье. В этой анимации их 104. Они также каким-то образом влияют на загрузку процессора, но я не думаю, что очень сильно, потому что это стандартная процедура интерполяции, и здесь это должно стоить очень дешево для процессора. И дальше у нас идет информация о деформированных вертексах. В данной анимации у нас 0. Но если я выберу любой attachment, mesh attachment, и деформирую в нем какой-либо вертекс, то у нас появится количество вертексов деформированных 8. Все почему? Потому что записывается общее количество вертексов для данного меша. Поэтому если мы выберем другой вертекс в этой же сетке и поменяем его на положение, то вы видите, что количество деформированных вертексов не изменится. Учитывайте это, когда вы хотите применить деформацию вертексов для меша с большим количеством вертексов. Потому что если у вас, допустим, есть меш, в котором 500 вертексов условно, и вы просто измените положение одного меша, то количество деформированных вершин у вас будет 500, а не 1. Думаю, с этим все понятно. Теперь давайте поговорим о производительности в целом. Потому что в документации Spine этому посвящен довольно большой и такой мудрый текст, я считаю важным его озвучить. Производительность – это такая штука интересная. Она либо большая проблема, либо вообще не проблема. Даже самое ужасное приложение на самом слабом железе не нуждается в оптимизации, если производительность приемлемая. Значит, правило следующее. Если улучшение производительности не будет заметно пользователю, то любое время, потраченное на это улучшение, потрачено впустую. Полностью впустую. Это время всегда лучше потратить на что-то, что реально заметит пользователь. И вот важный момент. Излишняя оптимизация может ухудшить качество анимации и сделать код более сложным или трудным в поддержке. Поэтому не надо оптимизировать без необходимости. Это не значит, что на производительность вообще нужно забить во время анимации. Имеется в виду, что стоит прикладывать минимально разумные усилия, чтобы избежать проблем, но не более того, потому что слишком легко уйти от крайности и потратить время зря. Особенно с учетом того, как много переменных влияет на итоговую производительность. Какое железо у пользователя, что еще там делает приложение, кроме рендеринга скелетов, как там игровой движок и Spine Runtime выполняют рендеринг, сколько скелетов на экране, как они сконфигурированы, там, сколько пикселей рисуется и так далее, и так далее. Аниматор, когда создает анимацию Spine, просто не в состоянии учесть все это. Вместо этого разумно не делать откровенно расточительных вещей, там, генерировать миллионы вертексов, а, например, использовать столько вершин меша, сколько реально нужно для желаемой деформации. И если вас не устраивает результат, то понемногу добавлять количество вертексов. Еще производительность зависит от такого количества переменных, что там, невозможно дать общие ответы типа вот такое число вертексов или такое число в metric view это слишком много, а такое слишком мало. Если вы действительно хотите выжать максимум, вам придется проводить собственные тесты там, с вашими реальными скелетами и остальными частями приложения на разном железе. Только так вы поймете пределы в вашем конкретном случае. Но я вас уверяю, так никто, в моей практике ни один аниматор так не делает. Если же вы не упираетесь в пределы процессора или видеокарты, то забудьте про производительность и сосредоточьтесь на качестве анимации. На этом все. Всем спасибо. Пока.